Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня на мастер-классе я предлагаю вам вместе со мной сшить вот такого прекрасного гномика-мухоморика. Всем, кому интересен вот такой вариант гномика, приглашаю к себе на канал, присоединяйтесь и давайте вместе будем творить вот эту красоту. Итак, друзья, для построения выкройки гномика-мухоморика нам понадобится 3 листика А4. На одном из листиков мы находим середину листа. После того, как мы определили центр, мы от верха листа откладываем 4 сантиметра вниз. Это будет у нас точка А. От точки А опускаемся по центру на 7 сантиметров. Это у нас будет точка Б. И от низа листика мы поднимаемся на 5 сантиметров. Это будет точка С. От точки С в сторону мы откладываем 8 сантиметров. От точки Б в сторону мы откладываем также 8 сантиметров. От точки А мы откладываем 5,5 сантиметров. После чего мы соединяем все это сплошной линией, делаем плавную линию. И выкройка тела гномика у нас практически готова. Теперь мы должны определить место расположения руки гнома. Я для себя приблизительно представляю, что это будет где-то вот на этом месте. Естественно, это все по вашему усмотрению. Также мы определяем ширину руки и длину руки. Это тоже на ваше усмотрение. Эти цифры могут отличаться от моих. И после того, как мы это все определили, у нас получается ширина руки 2,7, длина руки 12,5. На втором листике мы рисуем такой прямоугольник 12,5 на 2,7 сантиметров. Внутри мы скругляем уголки, находим местоположение варежки, обычно это почти половина руки. По контуру руки мы наводим рядышком контур варежки и дорисовываем пальчик. Таким образом мы получаем выкройку варежки. Теперь самое интересное, нам нужно будет сделать основание для тела. Эту идею я взяла у Аллочки Кулик, моей любимой подружки. У нее на канале просто так есть очень много интересных проектов и интересных советов. Вот один из них я и взяла себе на вооружение. Для этого нам нужно взять сантиметровую ленту. 8 сантиметров у нас соответствует четвертинке тела. В одном прорисовываем перпендикуляр, и в одном из углов мы сантиметровую ленту прикладываем и определяем, как нам больше нравится. Более кругленькую или более овальненькую делать форму донышка. Соответственно, карандашиком мы переносим эту линию, и у нас получается просто идеальный диаметр, чтобы вписался в наше основание гномика. Очень удобный способ, так что берите на вооружение. И, кстати, ссылочку на Аллочку Кулик я оставлю внизу под видео. Теперь мы приступаем к шапочке гномика-мухоморика. Для этого нам нужно взять также лист А4. Опять же мы находим середину листика и откладываем от верха 2 сантиметра вниз. Находим точку А. От точки А вниз откладываем 7 сантиметров. Это будет С. Теперь у нас от низа листика вверх поднимаемся на 3,5 сантиметров. Это будет точка Б. И от точки Б вверх поднимаемся на 4 сантиметров. Теперь от точки D в сторону 9 сантиметров, от точки С в сторону 4 сантиметра. От точки А откладываем 0,7 сантиметров. Все это мы соединяем линией, красивую дугу выводим. И один из 4 клиньев шапочки у нас готов. Ну а теперь хочу вам рассказать, как я все-таки сделала клин. Отталкивалась я от круга. Вы определяете сами диаметр вашей шапки на гномике. У меня это была просто взята тарелка соответствующего диаметра и обведена на листик окружность. После чего мы складываем листик вот таким образом. На другом листике мы, соответственно, тоже складываем пополам, чтобы определить ось. Прикладываем вот эту линию, также половинка, к этой оси. Обводим получившийся треугольник. После чего я должна дорисовать вот эту шапочку, вот этот
треугольничек к нашему кругу. Как я это буду делать? Я увеличиваю высоту на тот размер, который я считаю будет интересен. Это будет у каждого свой размер. И определяю, какое у нас будет поле шапочки. У меня где-то вот чуть-чуть меньше было половины. И совмещаем. После чего мы наводим эту линию. И у нас получается клин, который соответствует нашему чертежу. Но так как я вам даю чертеж, он уже учтен с припусками на швы. Поэтому, вырезая этот клин, добавляем припуски на швы. Вот смотрите, припуски на швы. Вот у нас получается приблизительно похожая выкройка. Это вам я даю для того, чтобы вы знали, как мы нашли эту форму 4 клина. Надеюсь, вам понадобится эта информация, и вы ею воспользуетесь. Возможно, вы сделаете совсем другого размера такой красивый грибочек. Вот такие выкройки у нас получились. Я очень люблю выкройки переводить на картон, поэтому и вам тоже рекомендую это делать. Это очень удобно. Итак, какие же ткани нам понадобятся для пошива гномика мухоморика? Это первое. Красивый красный велюр. Он у меня, видите, такой мраморный велюр. И размер этого кусочка составляет 44 сантиметра по ширине и по длине 35 сантиметров, то есть по долевой 35 сантиметров. А также нам понадобится кусочек вот такой необычной красивой ткани. Называется она муслин. Покажу вам ее очень близко. Она имеет вот такую интересную сжатую текстуру. Это натуральная хлопковая ткань, и состоит она из двух тончайших полотен, совмещенных между собой. Вот там, вот видите, внутри как бы такое переплетение имеет эта ткань. И она нам понадобится в размере 62 сантиметра по ширине и 25 сантиметров по долевой нити. Точно такого же размера нам понадобится самый обычный белый хлопок. 62 по ширине и 25 по долевой нити. Также нам понадобится кусочек по долевой нити 12 сантиметров и по ширине 1,40 м. Тоже кусочек муслина. Это нам нужно для внутренней части шапочки. Также нам понадобится кусочек картона размером, давайте скажем, 12 на 10. Нам понадобится маленький кусочек микрофлиса или телесной любой ткани, которая вам нравится. И 2 кусочка флизелина 9 на 12 сантиметров. Кстати, микрофлис вам понадобится кусочек 9 на 8 сантиметров. А также вам необходимо приобрести маленькие и большие бусины, такие жемчужинки. Вам понадобится 2 проволочки размером по 16 сантиметров. Конечно же, любимый мой клей для страз, ниточки для декора. Для бороды я буду использовать вот такую гребенную шерсть для валяния. Она имеет вот такой красивый молочный оттенок. Ее нам где-то нужно грамм 15. И кусочек кусочек ленточки зеленого цвета. Это нам нужно будет для декора внизу грибочка. Конечно же, ножнички и нитки. И еще, друзья, нам понадобится 2 черные бусинки для глаз, иголочка для валяния и холофапер для наполнения гномика. Итак, друзья, переносим нашу выкройку на ткань. Для этого мы при помощи специального стержня по ткани обводим контур. И обязательно обратите внимание, если у вас ворсовая ткань, мы выкройку вырезаем в одном направлении, то есть вот таким
образом мы не делаем. Мы соблюдаем направление ворса. Так же самое мы переносим варежку. После того, как мы вырезали клинья и вырезали вот таким образом рукавички, мы открываем кусочки и приклеиваем, фиксируем флизелин на изнаночной стороне этого кусочка. То есть укрепляем ткань. Нам это нужно для того, чтобы удобно было сшить и вывернуть варежки. Укрепляем при помощи утюга. Теперь мы берем кусочек муслина, складываем пополам, берем хлопковую ткань, мы ее разрезаем пополам и накладываем на наш муслин с верхней стороны, переворачиваем и с обратной стороны мы накладываем ткань. Получается вот такой у нас как бы сэндвич. После чего мы определяем место расположения выкройки на ткани и переносим на ткань при помощи карандаша или стержня по ткани выкройку. Итак, друзья, выкройку мы перенесли, скололи булавочками и приступаем к вырезанию деталей. Итак, после того, как мы укрепили флизелином ткань для варежек, мы складываем пополам, естественно, переносим выкройку и идем на швейную машинку, прошиваем контур варежек. Все швы шапочки мы сшиваем между собой. И перед тем, как сшивать детали на машинке, я вам хочу предложить сделать такую маленькую манипуляцию. Мы отодвигаем верхний, как бы подкладочную сторону наверх, возьмем клей момент и тоненьким слоем, тоненьким, совершенно по краю, нанесем слой клея внизу и вверху. Делаем аналогично. Абсолютно тоненький слой клея. Это мы делаем с двух сторон. В дальнейшем нам будет просто удобнее использовать вот эту уже двойную ткань. Она будет у нас как одно единое целое. После того, как мы проклеили низ и верх, мы сшиваем по бокам. По донышку мы прошиваем вдоль края, рядышком строчку прокладываем. И ручки мы по контуру прошиваем и делаем закрепки. После того, как мы сшили все детали, мы их вырезаем. Донышко мы вырезаем четко по контуру. Хочу обратить ваше внимание, смотрите, у меня строчка прошла по контуру, и вот в этом месте один стежок в сторону, и потом повернули мы на пальчик. Нам он нужен для того, чтобы сделать потом рассечку. Обязательно учтите этот момент. Вот так выглядит шапочка. Мы сначала сшили 2 клина, и потом развернули и прошили вот такой красивой строчкой, округляя вверх и оформляя макушку красивую вот такой строчкой. После этого нам нужно срезать лишние уголки.
Итак, друзья, нам нужно теперь донышко соединить с низом гномика. Для этого мы назад выворачиваем тело, совмещаем наши метки с боковыми швами при помощи булавочек. Конечно же, мы это делаем лицевой стороной вовнутрь гномика. И наметочными стежками обязательно мы это все приметаем. Теперь мы донышко должны прошить на машинке. Посмотрите, как оно идеально вписалось в наше тело. Поэтому еще раз обращаю внимание на этот классный способ, который я взяла у Аллочки Кулик. Ссылку на ее профиль я оставлю внизу под видео. Идем на швейную машинку и прошиваем донышко. Итак, друзья, донышко у нас вшито. Теперь нам нужно будет его укрепить картоном. Как мы это будем делать? У нас есть выкройка донышка, которую мы проектировали на белой бумаге. Мы ее берем, складываем 4 сложения и отрезаем где-то полсантиметра, именно ту ширину шва, которую вы использовали. У нас получается донышко намного меньше, и оно будет соответствовать уже вшитому донышку. После этого мы берем картон и вырезаем это донышко из картона. Теперь при помощи клея момента, это у меня универсальный клей кристалл, мы наносим тонким слоем клей и зафиксируем донышко на внутренней части гнома. Совмещаем вот эти меточки с боковыми швами и распределяем донышко, аккуратненько его прижимая со всех сторон. Подождем, когда оно приклеится, подсохнет, и приступим к наполнению гномика холофайбером. Клей у нас подсох, и мы аккуратненько выворачиваем донышко, вернее тело гнома мы уже выворачиваем аккуратненько. Клей высохнет, и все следы у нас, естественно, исчезнут. Вот так выглядит донышко. И приступим к наполнению гномика. Итак, друзья, мы проволочку тщательно спрятали внутри ручки. И теперь мы будем одевать рукавички. Одевать мы будем со стороны, где у нас есть разрез. Мы не будем его зашивать, потому что мы его спрячем. Но перед этим нам нужно буквально капелькой холофайбера наполнить вот этот пальчик. После этого теперь мы одеваем рукавичку. Подворачиваем где-то на сантиметр вовнутрь. По желанию можно пришить рукавичку или приклеить.
Я буду приклеивать своим клеем для страз. Тем, кто еще не знает этот клей, это клей похож на клей ПВА, чисто внешне, но по своим свойствам он очень шикарный тем, что клеит любые бусины к любым поверхностям, то есть любые стразы, любые бусинки, и также очень хорошо скрепляет между собой ткани. После высыхания он не оставляет никаких следов. Итак, теперь мы ручки наши закрепим на теле гномика. От низа мы измеряем 14 сантиметров, отмечаем точку и рядышком ставим еще одну меточку. Вот здесь у нас будет пришита ручка. С обратной стороны мы делаем то же самое. Берем нитку в 4 сложения. Со стороны спинки, так как у нас ручки будут пришиты на переднем полотнище, сверху, там где у нас будет шапочка, мы заводим иголочку и выводим в первой точке. Не забываем, пальчик у нас смотрит вперед на животик. И выводим с обратной стороны. Так, теперь мы прикладываем ручку и пришиваем вторую ручку. Возвращаемся вот в эту точку и выводим иголочку рядышком. Вот таким способом мы пришили ручки. Теперь мы их зафиксируем узелком. Раз, два. Вот так. И еще раз завяжем узелок. Нитку можно спрятать вот в наше отверстие. Не обрезаем. При помощи проволочки мы можем придать ручкам красивую форму. Или что-то в ручке дать. Итак, теперь мы приступим к шапочке. Для этого нам нужно кусочек муслина сшить между собой в кольцо. И по одному из краев проложить машинную строчку, чтобы мы ее могли присборить. Итак, мы сантиметровой лентой измеряем. Вот 39 сантиметров у нас. Умножить на 2. Почти 80. Плюс-минус. Теперь нам нужно на эту величину стянуть муслин для того, чтобы соединить с окружностью. Примеряем. У нас должна совпадать собранная часть белой ткани с основной красной. И теперь мы будем приметывать это все вот таким образом. Вовнутрь мы укладываем ткань. Итак, мы приметали. Обязательно приметывайте, потому что соединение с бархатом очень сложное. Вы не сможете прошить под машинкой. Не пренебрегайте наметочным швом. Приметывайте и потом прокладываем строчку на ширину лапки. Вот такая у нас история получается. Теперь нам нужно взять ниточку. Вот еще мононить. И прошить по контуру грибочка. Сначала мы с внутренней стороны закрепляем мононить несколькими
закрепками, так как узелок на ней сделать очень сложно. Мы ее так фиксируем, выводим на лицевую сторону, вот сюда, и прошиваем, как бы выметывая край. Вот так мы прошили по контуру. Теперь нам нужно взять нитку в 2 сложения. Я взяла джинсовую нитку, и вот этот свободный край нам нужно присобрать вручную на эту нитку. Итак, друзья, посмотрите, как у нас получилось. Мы обрезали иголочку, завязали с двух сторон узелки для того, чтобы потом мы еще смогли плотнее стянуть. Сейчас нам нужно сделать наполнение шляпы. Смотрите, есть такая маленькая хитрость. Вот в этом хвостике ничего, наш холофабер не держится. Нам нужно взять клей. Я обычно пользуюсь кристаллом. И немножечко по швам проклеиваю клеем. После чего я возьму кусочек синтепона, вот такой. У кого нету синтепона, возьмите кусочек просто обыкновенной ваты. И мы его немножко зафиксируем в этом месте. После чего мы продолжим наполнять всю нашу шляпу холофайбером. Шляпка у нас готова. Наполняем ее не сильно плотно, она должна быть такая воздушная и нравится в первую очередь вам. Итак, продолжаем. Что нам нужно? В начале видео я забыла вам сказать, что нам нужна проволочка размером где-то еще 50 сантиметров. Для чего нам это надо? Нам нужно в тело гнома вставить эту проволочку и второй кончик вот так вот согнуть. То есть нам нужна длина этой проволочки такая, чтобы, когда мы оденем гнома, эта проволочка держала наш хвостик. У меня это приблизительно сантиметров 6. Да, 6 сантиметров где-то будет. Вот так выглядит уже наша заготовка. Сейчас мы будем делать носик и бороду. Для носика я буду использовать микрофлис бежевого цвета. Мы вырезаем овал размером 8 сантиметров по длине и 7 сантиметров по ширине. Стягиваем по контуру и наполняем холофайбером. Вот такой носик у нас должен получиться, овальный. С изнаночной стороны имеет вот такой он вид. И мы его будем фиксировать на теле гнома вот здесь вверху. Итак, друзья, прежде чем пришить носик, нам нужно пришить глазки, бусинки. У меня черные бусинки, закрепляемся. Диаметром они полсантиметра. И вот так вот вниз пришиваем. Один пришили, сделали закрепку и пришиваем второй. И опускаемся вниз, выходим на изнаночную сторону носика. Прижимаем вот так и делаем закрепку. Вот так у нас выглядят глазки. Итак, друзья, теперь нам нужно сделать бороду.
мухоморчику, гномику нашему, мы берем гребенную шерсть и вот таким образом вытягиваем пряди, формируем бороду. Вот какое-то количество мы вытянули. Возьмем мочалку для валяния или любую другую мочалку и немножечко вот этот край мы должны увалять, привалять. Иголочка для валяния у меня универсальная, 38 размер. И таким образом мы еще наслаиваем несколько прядей. Итак, после того, как нам уже все понравится, мы снимаем с мочалки бороду, ее аккуратненько расправляем красиво. Это очень особенная шерсть, за ней нужен такой нежный и очень деликатный уход, поэтому мы ее формируем вот так аккуратненько и прикладываем к нашему гномику. Теперь нам нужно ее зафиксировать. Перед фиксацией я воспользуюсь еще небольшим граммом клея. Клей я использую момент кристалл. Для дополнительной фиксации он нам очень даже поможет зафиксировать это все. И после того, как мы зафиксировали, мы еще проходимся иголочкой. Теперь нам нужно сделать усики. Мы делаем опять такие же прядки небольшие. Слегка уваляем на мочалке. После чего мы их будем фиксировать вот здесь вверху. Но перед этим мы пришьем носик. Давайте еще сделаем вторую прядь. Раз, два. Итак, носик мы будем пришивать большой иглой и двойной джинсовой ниткой. Заводим с изнаночной, вот со спинки, заводим со спинки иголочку. Здесь у нас узелок. Берем носик, прикладываем его. Он у нас должен располагаться, вот, как вы видите, вровень с верхом тела. Нанизываем носик с одной стороны и выводим иголочку с другой стороны. И возвращаемся в исходную позицию. Теперь мы делаем все то же самое, только чуть-чуть ниже. Под узелком мы заходим иголочкой и, соответственно, мы чуть ниже выходим. Вот здесь. Аналогично мы опускаемся по носику вниз и проходим сквозь носик. И возвращаемся в исходную позицию вот сюда, чтобы мы могли здесь зафиксировать наш красивый носик. Так, вернулись. Здесь нам уже нужна аккуратность. И притягиваем носик к телу гномика при помощи узелка. Теперь мы возвращаемся к шерсти для валяния и делаем все то же самое. Немножечко мы наносим клей в это место, где у нас будет крепиться шерсть.
Это у нас даже не усы, а можно сказать брови, потому что они у нас над глазами. И вот таким макаром мы немножечко приваливаем шерсть к голове гномика. Аккуратненько мы работаем иголкой. Вот так вот расправляем пряди. И с другой стороны мы делаем то же самое. Фиксируем при помощи иголочки. Так как у нас там есть немножко клея, это еще будет у нас дополнительная фиксация. Посмотрите, как у нас получается. Напомню, что эта шерсть очень деликатная. Мы ее обязательно зафиксируем лаком для волос. Ну и что у нас осталось? Последний штрих. Одеваем шапочку и фиксируем ее. Итак, друзья, после примерки мы должны найти красивое положение шляпки. И перед тем, как ее зафиксировать, мне нужно промазать вот этот кончик проволочки клеем и нанесу термоклей, чтобы проволочка никуда не шевелилась. Одеваем шляпку. У нас должно попасть вот четко по центру хвостик шляпки. И вот так вот у нас уже появился красивенный гном-мухомор. После чего мы будем фиксировать шляпку термоклеем сзади. Придерживаем до полного остывания клея и продолжаем аккуратненько по всему периметру. На рукавичках я завязала бантики из ниточки. А теперь осталось нам украсить шапочку. Большие бусины можно приклеить на термоклей, а маленькие бусинки я буду приклеивать на свой любимый клей для страз и для бусин. И сейчас я все приклею и покажу, что у нас получилось. Ну вот и подошел к концу наш мастер-класс. Мы с вами сшили вот такого гномика-мухоморика. Это тот, который был у нас изначально. А этого мы сшили вместе с вами. Вот такие красавчики они у нас получились. Единственное, что я передумала украшать его здесь зеленью. Но кому это интересно, я вам сейчас расскажу, как я это сделала. Я взяла ленточку, самую обыкновенную ленточку, обрезала кромку с двух сторон и распустила эти ниточки. И у меня получилась вот такая травка. Эту травку мы приклеиваем на клей. Можно использовать клей ПВА, или я использовала мой любимый клей для страз. Прорисовала, очень тонко размазала и приклеила ниточки. Вот такой у меня один будет с травкой по низу, а второй я решила сделать для разнообразия просто вот такой беленький, красивенький гном-мухомор. Смотрите, ему можно в ручки дать букетик сухоцветов, ароматный чабрец. Бороду мы обязательно фиксируем лаком.
лаком для волос. Опять же повторюсь, что это деликатная очень такая борода, к ней надо очень бережно относиться, чтобы она была красивая и вот такая прям волшебная. Посмотрите, как здорово он будет смотреться в интерьере где-нибудь у вас на кухне или на окошке, будет вас радовать. Надеюсь, вам понравилось мое видео, и у вас у всех получатся ваши красивые гномики-мухоморики. Присылайте фотографии свои, мне будет очень интересно, какие гномики у вас получатся. Я надеюсь, что вы довольны своим результатом, и у вас все здорово получилось, и мы будем прощаться с вами. До новых встреч в новом видео. Всем пока-пока!